Ноев ковчег. Ноев ковчег, согласно Библии, судно, построенное Ноем по повелению Бога, для спасения от потопа своей семьи, а также всех животных по паре особей каждого вида. Основная статья о всемирном потопе содержится в первой книге Библии «Бытие», глава 6-9. Согласно Библии, в те времена произошло большое нравственное падение человека. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Но жил в те времена человек праведный и непорочный в роде своем, угодный Господу, и звали его Ной. Согласно книге «Бытие», Ной обрел благодать пред очами Господа, поскольку был человек праведный и непорочный в роде своем, и ходил пред Богом. За свою праведность Ной с семьей был избран Богом для возрождения человеческого рода после всемирного потопа, который явился божественной карой за нравственное падение человечества. «И сказал Господь Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли». Бог заблаговременно сообщил Ною о своем решении истребить все живое на земле и дал точные указания, как построить ковчег, судно из дерева гофер. Возможно, кипарис или кедр, способное пережить готовящийся потоп и снарядить его для длительного плавания. «И сделал Ной ковчег из дерева гофер. Отделение сделал в ковчеге и осмолил его смолою внутри и снаружи. И размеры ковчега были приблизительно такими. Длина ковчега 300 локтей, это около 150 метров, ширина его 50 локтей, это около 25 метров, а высота его 30 локтей, это около 15 метров. И сделал отверстие в ковчеге, и в локоть свел его вверху, и дверь в ковчег сделал сбоку его. Устроил в нем нижнее, второе и третье жилье. Ной сделал все так, как повелел ему Бог. По окончании строительства сказал Бог Ною войти в ковчег со своими сыновьями и женой, и с женами сынов своих, и вести также в ковчег из всех животных по паре от каждого вида животных и птиц, а чистых, то есть пригодных для принесения в жертву, по 7 пар, чтобы сохранить племя для всей земли, чтобы они остались в живых. И взять себе всякой пищи, какая необходима себе и для животных. После чего ковчег был затворен Богом. В 17-й день 2-го месяца разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и вода обрушилась на землю. Наводнение длилось 40 дней и ночей, после чего воды подняли ковчег, и он поплыл. Вода стояла так высоко, что плававший на ее поверхности ковчег был выше горных пиков. Все живое на земле погибло в водах потопа. Остался лишь Ной и его спутники. Только спустя 150 дней вода стала убывать. И вскоре на 17-й день 7-го месяца ковчег остановился, опустившись на скалы Араратских гор 5000 метров над уровнем моря. Тем не менее, вершины других гор показались лишь 1 числа 10-го месяца, после чего Ной выждал еще 40 дней и выпустил ворона. Однако ворон, не найдя суши, каждый раз возвращался назад, пока не показалась поверхность земли. После этого Ной трижды с перерывами по 7 дней выпускал голубя. В первый раз голубь также вернулся ни с чем, во второй принес в клюве свежий масличный лист, свидетельствующий о том, что вода сошла с земли. На третий раз голубь не вернулся. Земля обсохла к 1 числу 1-го месяца, однако окончательно земля высохла лишь 27 числа 2-го месяца. Тогда Ной, наконец, смог покинуть корабль, и его потомки вновь заселили землю. Выйдя из ковчега у гор Араратских, Ной взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике в благодарность за свое избавление. Здесь впервые в Библии появляется жертвоприношение животных всесожжением. Бог пообещал вернуть миру прежний порядок вещей и более никогда не опустошать землю за вину людей.
После этого Бог благословил Ноя, его потомков, то есть все послепотопное человечество, и все творение, что на земле, и дал человечеству ряд моральных законов. В заключение Господь пообещал Ною более не уничтожать людской род водами потопа, и как знак божественного завета с людьми в небесах воссияла радуга. Поиски ковчега Ноя во все времена. Попытки найти Ноев ковчег на Арарате предпринимались время от времени последние 2000 лет. Иудейский летописец Иосиф Флавий, живший в I веке нашей эры, сообщает: одну часть корабля можно обнаружить еще и сегодня в Армении. Там люди набирают смолу для изготовления амулетов. В 275 году до нашей эры о корабле на Арарате упоминал вавилонский историк Берос. В XIV веке знаменитый путешественник Марко Поло писал: «Вы должны знать, что в этой стране, Армении, на вершине высокой горы покоится Ноев ковчег, покрытый вечными снегами, и никто не может туда, на вершину, забраться, тем более, что снег никогда не тает, а новые снегопады дополняют толщину снежного покрова». В XIX и XX веках в тех местах побывали несколько экспедиций, и хотя ни одна из них не обнаружила ковчега, многие из исследователей утверждали, что видели нечто, идентифицированное как его остатки. К сожалению, ни одно из принесенных свидетельств не могло считаться обоснованным доказательством обнаружения ковчега. Поиски ковчега Ноя в наше время. Ноев ковчег снова попал в заголовки последних новостей, потому что он снова найден. На этот раз археологи из Турции и Китая утверждают, что могут предъявить деревянные фрагменты конструкции. Это доказательство может стать куда более весомым, чем спутниковые снимки полумифической аномалии на вершине горы Арарат. Группа археологов из Китая и Турции заявили, что обнаружили фрагменты Ноева ковчега, легендарного судна, построенного, согласно Библии, Ноем по велению Бога для спасения своей семьи и по одной или более паре каждого вида животных от потопа. Находка сделана высоко в горах, на высоте 4000 метров над уровнем моря, на горе Арарат в Восточной Турции. Ученые заявили, что обнаружили деревянные фрагменты ковчега. Радиоуглеродная датировка показала, что их возраст составляет 4800 лет. Мы не можем дать стопроцентной гарантии, что нашли именно Ноев ковчег, но мы уверены в этом на 99,9%, заявил один из членов экспедиции Йоун Вин Чиун из Гонконга. Обнаруженный объект разделен на несколько ячеек, как и предполагается устройством ковчега. Некоторые оборудованы деревянными балками, схожими с устройством стойл для животных. Скептики полагают, что найденные деревянные конструкции – это просто фрагменты домов древнего поселения. Однако археологи опровергают эту гипотезу. Ни на этой горе, ни на ближайших поселений на высоте 3,5 тысяч метров нет и не было. Все попытки археологов найти Ноев ковчег хотят доказать только найденными фрагментами, но это не доказывает, что найден сам Ноев ковчег. Однако сохранность гигантского корабля под ледниками Арарата, даже если он там когда-то был, сомнительна. Дело в том, что Арарат – двойной потухший вулкан, а регион вокруг него до сих пор является зоной повышенной сейсмической активности. Несколько раз в столетие там происходят землетрясения, уничтожающие окрестные деревни. И мог ли некий объект недалеко от вершины, одной из двух вершин, вулкана пережить 5000 лет, неизвестно.